Всем привет! Ну вот, наконец-то это случилось. Сегодня ночью, а если точнее в час ночи по московскому времени для игроков открылся Nardskall. И это событие ознаменовало официальное открытие нового классического дополнения «Гнев Короля Лича». Blizzard, как в случае с открытием Burning Crusade, не отключали сервера на ребут и провели ивент в режиме реального времени. Не у всех он, конечно, прошел удачно, но об этом позже. Как я и предполагал, старт Лича не переплюнул старт WoW Classic 2019. Однако посмотреть на это событие собралось много народу. На сегодняшний день, 27 сентября, по статистике Твича World of Warcraft занимает первое место, обогнав даже такие категории, как Just Chatting и League of Legends. Ну да, в этой категории находятся не только те, кто играет в классический WoW, мы с вами знаем, что в эту ночь Shadowlands отдыхал, и большинство стримеров, отложив свои дела, посвятили себя врыву в гнев Короля Лича. Об этом сейчас подробнее, через минутку, но сначала информация для тех, кто подыскивает неплохой и бесплатный сервер 335. Не секрет, что многие игроки в последнее время оказались в сложной ситуации и не могут оплатить подписку. И для них это как нельзя кстати. Русскоязычный проект Isengard будет вас рад видеть и предложит вам игровой экспириенс ничуть не хуже официальных серверов. И это даже не мое мнение, это мнение большинства людей, которые пробовали на этом проекте довольно долго. А серверу, на секундочку, уже 13 лет. Можете себе представить? Все это время стабильная, качественная работоспособность, без вайпов и прочих лагов. И что я хочу отметить отдельно, на сервере полностью отсутствует донат, влияющий на игровой процесс. Вам придется все добывать своим скиллом, никак иначе. И вместе с этим вы можете быть уверены, что ваш игровой опыт не будет портить отдельной личности, которой не прочь прикупить себе топовый шмот и легендарку в придачу. По этому поводу можно даже не волноваться, все по-честному. Кроме того, если вы уже имеете персы на каких-то других известных проектах и вам жалко с ними расставаться, вы можете легко перенести их сюда, воспользовавшись услугой автоматического переноса. Если все сделать правильно, перенос не займет больше 1 минуты. На сервере сформировалось большое, дружное и, что самое главное, активное комьюнити, с которым вы проведете самые лучшие часы за игрой World of Warcraft. Не верите? Таких классных серверов не бывает? Переходите по ссылке в описании, регистрируйте аккаунт и убедитесь в этом сами. Итак, где-то за пару часов у ключевых мест отправления транспорта на Nardskall начал собираться народ. Ну, сначала было людей немного, потом все больше и больше. Всего таких точек было 4. Это значит за Альянс корабль Шторм в Борейку, из гавани Минитила Ревущий Фьорд, за Орду дирижабли Загримара и, собственно, корабль из Тирисфаля, если не ошибаюсь, во Фьорд. Это немного размазало игроков по серверу и не дало устроить такой логодром, как это было во время открытия Burning Crusade, когда абсолютно весь сервер собрался возле портала. Я, как представитель синенькой фракции, стартовал из Шторма и наблюдал всю картину отсюда. Ближе к часу ночи народу стало прибывать все больше и больше, и уже за несколько минут до прибытия корабля вся пристань была усеяна людьми, и это не считая того, что работали несколько слоев. Причем слои, как я заметил, были в каждом кластере отдельно от основной территории. То есть на пристани был один слой, заходишь на корабль, слой другой. Это, кстати, необычно выглядит, когда народ забегает на корабль и пропадает на нем. Честно говоря, я хотел заснять красивую картинку, когда в час ночи корабль из Nardskall подплывает к причалу Штормграда, все на него садятся и потом дружно высаживаются в Борейке. Но по факту все вышло куда неожиданнее, чем я мог предполагать. Где-то без 5 минут до начала корабль прибыл, и дальше началось странное. Едва отплыв от причала и выйдя в открытое море, наш слой повис. Поначалу у меня и в мыслях не было подумать о чем-то таком ужасном. Первое, что пришло в голову, до официального открытия дополнения еще где-то там пару минут, надо просто подождать. Сейчас прогрузится и все будет нормально. Ну, чем дольше мы ждали, тем становилось яснее, что что-то не так. Мы повисли, причем повисли конкретно, где-то между двух миров. Помните, как в том фильме про Матрицу, когда Нео застрял на вокзале? Вот то же самое, только бедолаг в разы больше. Зайти на персонажа было невозможно. Как только прогружалась игра, сервак обратно дисконнектила. Я пробовал зайти на Твинка и проделать похожую процедуру, но, к несчастью, с Твинком произошло то же самое. Мой маг сел на корабль и также застрял в открытом море. Стало ясно, что проблема не только на нашем слое, а это вообще общая ошибка, конкретно именно вот этого причала, маршрут Штормград-Борейка. И более того, эта ошибка возникла не только на Пламигоре, но и на европейских и американских серверах, о чем сегодня я с интересом прочитал на форумах.
Вы, наверное, думаете, что я сейчас буду вовсю Близов хаять, орать, что они там обосрались. Нет, наоборот. Лично я был в восторге от того, как оперативно и быстро Близы эту проблему решили и выкрутились даже из этого. Во-первых, был тут же выставлен NPC для альтернативного перемещения между материками. Во-вторых, ГМы сразу же начали процесс по вытаскиванию игроков из этой жопы и портования в безопасное место. Примерно минут через 10 мой перс был в игре, и я мог без проблем попасть в Борейскую тундру. Ну и как бы видя подобный расклад, ГМы в чатике шутили о том, что из экстремальных погодных условий, влияющих на перевозки, на пристани появился дополнительный способ перемещения. Причем написали это с ошибкой, о чем еще потом пошутили. Ну, косяки с кораблями у Близов не впервой. Алды помнят, как еще на старте ванилы похожий фейл произошел в гавани Минитилов. Тогда временной альтернативой кораблей стал тот самый легендарный капитан Плейсхолдер, которому Краниус даже посвятил песню. Ну, вернее, он сделал кавер на песню, которую написал один из игроков, но не суть. Факт тот, что тот самый NPC, осуществляющий телепорт между материками, полюбился игрокам, и они по нему очень даже скучали. Вот, как я и говорил, на то, чтобы решить проблему, Близам потребовалось около 10 минут. Это, конечно же, несомненный плюс. Я могу ошибаться, но многие говорят, что NPC для телепорта стоял уже до того, как стало известно об ошибке. Но я его просто физически не мог заметить в такой огромной толпе игроков. Ну, кто заметил или знал о нем, молодцы, смогли избежать проблем. И попали в Нарскол одними из первых. Нынешнюю ночь можно охарактеризовать как ночь чемпионата за достижение первой на сервере. Многие желали бы получить эту редкую и желанную ачивку. Я в данный момент слежу за теми, кто первый получит 80-й на Пламегоре. Пока это на момент записи видео воин Слэмх из гильдии Вайп на трэше за Альянс и вар за Орду Сир Грегор, гильдия только спросить. Судя по тому, что на момент чека Сир Грегор имеет 79 уровень, я думаю, победит непосредственно он. За Аликов у Слэмха также нет тех, кто может составить конкуренцию среди Альянса, но есть те, кто составит среди Орды. Поэтому вне сомнений, что он доберется до финиша вторым, ну или третьим. Он не возьмет топ сервера, но возьмет топ фракции. Если, конечно, не случится что-то непредвиденное. Как видим, фавориты быстрой прокачки в гневе короля Лича оказались воины. Что неудивительно, кстати. Протвар в совокупности хорошей живучки, высокого АОЕ урона может разгоняться очень быстро. Ну, что и демонстрируют эти ребята. Однако первым по миру был все же не воин. Спустя 10 часов после старта World First взял пладин Новх. Простите, я не знаю, как читается правильно подобный ник, и есть ли вообще правильный вариант прочтения подобного имени, но не суть. Пладин использовал способ, о котором в принципе было известно многим. В ледяной короне присутствует моб под именем Ракир, рыцарь смерти, который регулярно вызывает армию зомбаков, за которые можно получать опыт. Секрет в том, чтобы агрить этих зомбаков, ждать призыва следующей армии мертвых, а после призыва второй армии первая исчезает, но опыт за нее все равно начисляется. Не знаю, считается это за абуз или разрешено, но думаю, что проблем как таковых не было. Ну, во-первых, навряд ли Близы не заметили подобный мув, заметили 100 пудов. Во-вторых, об этом эксплойте, как оказалось, известно аж со времен оригинального Лича. И раз им до сих пор пользуются, значит в этом способе нет ничего нечестного. Игрок заслужил победу вполне заслуженно. Ну, как заслуженно? Практически все те, кто шли за ачивкой первой на сервере, они все шли командой. Паладина этого сейвил Рестер Дру. Джокер, известный своим волфестом на классике, который в настоящий момент вот прямо сейчас взял первый на сервере за мага, таскал с собой аж 3 мультов, которые его хилили во время прокачки. И вдобавок к этому в тернистой долине стояла команда, которая суммонила мага для покупки Занзы на скорость. Ну, чувак подготовился очень хорошо, не взял, конечно, топ мира, но тем не менее был близок к этому. В целом старт Лича прошел более-менее ровно. Я мониторил несколько крупных серверов с целью зафиксировать, сколько народу будет стоять в очередях. Но так и не обнаружил чего-то подобного. Ни на фрешах, ни на крупных европейских серверах очередей не было. Зато они были на Америке, о чем ребятки на Reddit уже успели рассказать. В частности, тот паладин, который взял World First, он поделился переживанием о том, что отстоял 8000-ную очередь, имел все шансы упустить первое место. Ну, все, как вы видите, получилось. Сегодня народ сообщает, что на американском мини-дикшене очередь достигла 16 тысяч. Ну, это, собственно, неудивительно, ведь на нем играет сам Осман Голд.
Ну что я хочу сказать, я, к сожалению, в эту ночь стримить не мог, да и играть как таковой тоже, по причине жесткой простуды, если вы уже заметили. Поэтому, ребят, извиняюсь по поводу того, что не смог показать вам все вот это вот в прямом эфире, ну, получилось хотя бы так. Я вам буду благодарен за лайк под видео, не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить ничего интересного, и до встречи. Не болейте.